Зеленский сдался, пошел на уступки, ультиматум выполнен, срочное заявление и отстранение генерала. Сырский уже не главком. Зеленского решили подвинуть президентские амбиции. Картонный Майдан – это предвыборная кампания. В Украине заговорили о новом кандидате в президенты. Есть ли шанс? Обсудим. Покушение на президента, убийство на военных учениях и авиакатастрофа. Глава государства спасен. Флот России наносит удар, открыт огонь. Путин направил ударные силы. Отступление сил Британии. Авиация НАТО поднята по тревоге. Секретные переговоры России и Германии о мире в Украине, удар по скоплению военных, Лукашенко направляет подкрепление на границу с Украиной, россиян призвали покинуть Крым, заявление о катастрофе для РФ и извинения командующего и громкий арест на Красной площади. Об этом и не только в выпуске. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 22 июля на календаре. Давайте начнем. Зеленский сдался и пошел на условия протестующих. Масштабная смена командования ВСУ, срочное заявление и решение Банковой. Зеленский выгнал генерала. Сырский уже не главком ВСУ. На его место придет молодой генерал-майор, командующий группировкой Объединенных сил Михаил Драпатый. Отныне новый главком в Украине. Решение принято на фоне недавней отставки правительства и экс-министра обороны Михаила Федорова. Протесты, которые начались с требования вернуть Федорова в кресло министра, переросли в ультиматум Зеленскому уволить Сырского, и Зеленский пошел на уступки. В вечернем заявлении он объявил, что ключевыми приоритетами нового руководства названы проведение корпусной и мобилизационной реформ, бесперебойные поставки дронов, защита неба, а также продолжение дальнобойных ударов по территории России. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается и требуется достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому именно за такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел. Зеленский также признался, что вновь пригласил и поговорил с Федоровым и предложил ему хорошую позицию во власти, но не уточнил какую. Напомню, накануне украинские политики и военные, которые поддерживают Сырского, уверяли, что если Зеленский примет решение выгнать главкома, это станет его большой ошибкой. Федоров при этом приветствовал решение Зеленского, заявил, что позвонил Сырскому и поблагодарил его за операции. Это же сделал и новый главком ВСУ Драпатый, закончив свое короткое сообщение словами «Смерть врагам». Драпатый стал известен 12 лет назад благодаря видео, на котором БМП под его командованием прорвалась через баррикады в Мариуполе, когда все начиналось. Приказ на такой штурм дал непосредственно Драпатый, и он находился в машине. Российские Z-паблики уже пишут о провале и что такие кадровые изменения – это очень плохо для армии РФ, так как Драпатый просто ненавидит русских. Часть же военных требовала увольнения Сырского. Накануне в сети обсуждали новый демарш против него. Ветеран войны и экс-военнопленный Евгений Шибалов вернул Зеленскому свою единственную армейскую награду за несокрушимость. Отправил ее на Банковую новой почтой, как недавно Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла. В сопроводительном письме Шибанов объяснил, почему он за отставку Сырского. Цитирую. «Сегодня этнический россиянин Александр Сырский делает с военнослужащими ВСУ то же самое, что делали с нами, пленными, другие россияне. Запугивание, избиение, пытки, психологическое насилие, принудительная запись пропагандистских видео в свою поддержку и тому подобное». Зеленского решили подвинуть. В Украине заговорили и о президентских амбициях экс-министра обороны Федорова. Он может готовиться к борьбе за президентский пост на фоне продолжающихся протестов и после своей отставки. Как пишет The Times, поведение Федорова на фоне картонного Майдана, который охватил Украину, вызывает вопросы. Цитирую. «Хотя многие в армии недовольны Сырским, у него остается лояльная поддержка. Один высокопоставленный источник в военных кругах сказал, что поведение Федорова напоминала предвыборную кампанию за пост президента, на который, по подозрениям некоторых, он претендует». Мне интересно, есть ли среди зрителей те люди, которые бы потенциально проголосовали за Федорова на возможных выборах президента Украины. Напишите, пожалуйста, свои мнения в комментариях, почему да.
Флот России наносит удар. Путин направил ударные силы. НАТО подняло авиацию у берегов Британии, а Королевский флот отступил. Громкая история. Российский фрегат неустрашимый. Всего в 45 морских милях от побережья Великобритании, недалеко от Плимута, открыл огонь. Перед этим экипаж российского корабля потребовал, чтобы сопровождавший его британский патрульный корабль HMS Type отошел на безопасное расстояние. И тот выполнил это требование, после чего на протяжении получаса звучали взрывы. Москва заявила, что это учение в международных водах. Союзники по НАТО экстренно подняли в воздух военную авиацию, истребители Eurofighter Typhoon, вертолеты Королевского флота, а также французский военный борт, который выходил на связь с российским фрегатом. Вот что о событии пишет The Guardian. Британские источники в сфере обороны заявили, что не могут вспомнить, когда в последний раз российский военный корабль проводил боевые стрельбы так близко к Великобритании. Учения по стрельбе обычно проводятся с особой осторожностью в Ла-Манше, одном из самых загруженных торговых морских путей в мире. Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг назвал действия российского корабля демонстративными и безответственными, подчеркнув, что это лишь один из эпизодов растущего давления со стороны Москвы. В Лондоне считают, что подобные действия могут быть сигналом на фоне недавнего задержания, связанного с Россией, танкера в Ла-Манше и общего обострения ситуации в море. В Кремле, в свою очередь, заявили, что российский флот действовал в полном соответствии с международным морским правом и отверг любые предположения о политическом подтексте этих маневров. Россиян призвали бежать из Крыма, а украинцам на полуострове набраться терпения до завершения операции. Резонансное заявление сделал командующий силами беспилотных систем Украины в интервью YouTube-каналу Кейлана Робертсона, полная версия которого вышла 21 июля. Роберт Мадяр Бровди заявил, что цель Украины сейчас не штурм Крыма, а последовательное разрушение военной логистики, энергетической и топливной инфраструктуры, чтобы сделать работу российской военной группировки на полуострове невозможной. Мадяр при этом напомнил, Крымский мост не трогают, чтобы он был маршрутом для эвакуации населения. Бровди также извинился перед крымчанами-украинцами, но не россиянами. Послушайте. Я в очередной раз прошу прощения у всех жителей Крыма, украинцев, за те неудобства, которые им сейчас приходится переживать. Они ограничены в тех человеческих благах, которые обычно имели всю жизнь. С электричеством, связью, водоснабжением, энергообеспечением и так далее. Но они находятся не в худшей ситуации, чем жители Харькова, Днепра, Сум, Запорожья, Никополя, Херсона и сотен других городов, куда ежедневно целенаправленно прилетает. Мы себе такого не позволяем. В заявлении также говорится, что теперь дальность украинских БПЛА продолжает расти и, по его утверждению, теперь охватывает практически всю европейскую часть России. Он заявил, что задача глубоких ударов не только уничтожение военной инфраструктуры, но и создание постоянного давления на российскую логистику, экономику и моральное состояние общества. Он также обратился и к россиянам, заявив, что их ждет катастрофа. У них не будет той жизни, которая была раньше. Это первая в их жизни война, в которой украинцы воюют не на их стороне, а против них. Покушение на президента. Спецслужбы спасли от гибели и серии ударов Реджепа Таyyипа Эрдогана. Президент Турции был мишенью. Убить во время военных учений, захватить в отеле, вывести на иностранном самолете и ликвидировать в воздухе. Анкара 21 июля раскрыла детали громкого дела. Главные турецкие медиа и экс-командующий киберзащиты Министерства национальной обороны Турции Ибрагим Бюйükбаш утверждают, что за сразу несколькими попытками устранить Эрдогана стоит террористическая организация ФИТО, запрещенная в Турции и которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота 2016 года. Первая попытка готовилась незадолго до событий 15 июля 2016 года. Эрдогана планировали убить во время военных учений. Процитирую. Однако была замечена серия подозрительных действий, и программу Эрдогана отменили. Позже стало известно, что против Эрдогана планировалось покушение, аналогичное тому, в ходе которого 6 октября 1981 года на параде Победы в Египте был убит президент Анвар Садат. Тогда визит спешно отменили, затем, как утверждается, заговорщики подготовили новый план. За 3 месяца до попытки переворота в Турции они решили захватить президента, вывести его на иностранном самолете из аэропорта Даламан и ликвидировать уже в воздухе.
Если бы вертолетом удалось забрать Эрдогана из отеля, его посадили бы в этот самолет и ликвидировали в воздухе. Более того, президента очернили бы ложью. Он бежал с килограммами золота и миллионами долларов и был бы убит в ходе боестолкновения с силами безопасности. По словам бывшего генерал-бригадира Ибрагима Бюйükбаша, операция сорвалась из-за целой цепочки событий. Сроки переворота были изменены, один из вертолетов задержался, глава турецкой разведки посетил Генштаб, а Эрдоган успел покинуть отель за несколько минут до прибытия группы убийц, а жители страны вышли на улицы. Секретные переговоры в Баку. Представители Германии и России негласно встретились в столице Азербайджана, чтобы обсудить украинский вопрос. Об этом во время визита в Берлин заявил президент Азербайджана Алиев. По его данным, тайные встречи проходили 12-14 июля. Стороны предположительно обсуждали завершение войны в Украине. Алиев уточнил, что Москва и Берлин официально не уведомляли Баку об этих переговорах, но они точно состоялись, поскольку есть данные о рейсах из Германии и России, которыми прилетели высокопоставленные чиновники. Если эта встреча действительно будет способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, Баку только порадуется, подчеркнул Алиев. При этом канцлер Мерц заявил, что немецкое правительство не в курсе закулисных немецко-российских переговоров. Берлин уже несколько месяцев пытается добиться того, чтобы Путин согласился на мирные переговоры, сказал канцлер. И добавил, что Путин отказывается от диалога. В свою очередь Алиев, отвечая на вопросы журналистов, назвал даже фамилии тайных переговорщиков. Рейсом Берлин-Баку прибыли два известных человека. Сообщается, что один из них – господин Пофала, бывший руководитель ведомства федерального канцлера госпожи Меркель, и господин Плацек. 14 июля они вернулись из Баку в Берлин. В то же время 12 числа из Москвы в Баку прибыли бывший премьер-министр России господин Зубков и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества господин Фадеев. Лукашенко направляет подкрепление на границу с Украиной. Уже отдан приказ министру обороны Хренину. Чиновников Беларуси, которые, по словам Лукашенко, плохо справляются со своей работой и не выполняют указаний, отправят прямиком в армию, в подразделение сил специальных операций, которые служат у границы с Украиной. Там они будут простыми солдатами и научатся подносить снаряды. Это лучшее наказание для провинившихся, говорит Лукашенко, поскольку применять к нарушителям аресты нецелесообразно в условиях дефицита кадров. В то же время в Минске заверили, такое подкрепление никак не связано с тем, что Беларусь хочет кого-либо атаковать. Все ради безопасности страны, звучит в заявлении. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Удар по скоплению военных и мобилизованных. Россия атаковала ТЦК в Чернигове. Речь о территориальном центре комплектования, где обычно находятся военнослужащие и гражданские, которые занимаются мобилизационными рейдами в Украине. Однако удар был ранним утром. Украинские медиа пишут, что в админздании в центре города была также окружная прокуратура. Последствия можно увидеть на видео. При этом в официальном заявлении властей не говорится, что удар пришелся именно по ТЦК. Заявляется, что пострадала 76-летняя женщина. Информации о пострадавших военных, которые могли находиться в здании ранним утром, нет. На место были стянуты спецслужбы для разбора завалов. Правоохранители расследуют эту атаку по статье о нарушении законов и обычаев войны. 13 железнодорожных мостов уничтожено. Украина объявила о новой спецоперации под названием «Кондуктор», направленной против транспортной инфраструктуры российских войск. По данным Киева, за последние несколько недель были поражены чуть больше дюжины переправ, которые использовались для снабжения армии РФ. В силах специальных операций утверждают, что целью кампании стало разрушение ключевых логистических маршрутов, обеспечивающих переброску техники, боеприпасов и других ресурсов. Операция, как заявляется, продолжается уже несколько недель и носит комплексный характер. Больше деталей Украина обещает опубликовать на этой неделе.
Астана решилась на отчаянный шаг. Казахстан оказался перед лицом тяжелейшего энергетического кризиса. Страна вынуждена заморозить транспортировку нефти через свой главный экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Как сообщает Bloomberg, из-за серии атак на танкеры в Черном море судовладельцы попросту боятся отправлять суда к российскому порту. Остановка КТК, через которую идет около 80% всего нефтяного экспорта Казахстана, грозит обвалить добычу сырья в стране уже до конца этой недели. Кризис усугубляется на фоне масштабных перебоев в мировой энергетике. Поставки через Ормузский пролив почти остановлены из-за возобновления боевых действий между США и Ираном, а угрозы хуситов создают риски для экспорта из Красного моря. Отмечу, накануне посол Украины в Казахстане отверг причастность Киева к атакам на КТК. Хотел бы отметить, что соответствующие украинские органы совсем недавно предупреждали о возможности российских провокаций, в том числе с использованием украинских беспилотников. Мы информировали международных партнеров о том, что Россия активно применяет различные тактики. Российские системы радиоэлектронной борьбы способны нарушать работу украинских дронов, выводить их из строя и в некоторых случаях брать под контроль. И теперь громкий арест на Красной площади. В Москве отправили под суд местного жителя Магомеда Магомедова за выгул козы на главной площади столицы. Приговор уже вынесен. В качестве наказания за мелкое хулиганство мужчина проведет за решеткой 5 суток. Как уточняет Фонтанка, владельца козы и саму козу по кличке Лейла задержали просто у мавзолея Ленина. Задержанный при этом ругался матом и всячески сопротивлялся полицейским. Вину мужчина так и не признал. По его словам, он просто хотел сфотографироваться с козой на Красной площади, а потом уйти. Судьба козы неизвестна. В Киеве учительницу наказали за русский язык. Педагога одного из столичных лицеев оштрафовали на 3400 гривен. Это примерно $75. После того, как на уроке для первоклассников она показала фрагмент советского русскоязычного мультфильма. Поводом стала жалоба отца ученика, ветерана российско-украинской войны. Проверка подтвердила нарушение, а сама учительница признала этот факт. В офисе языкового омбудсмена заявили, что использование языка государства-агрессора в образовании является грубым нарушением закона. Штраф учительница уже оплатила. Использование языка государства-агрессора, особенно в сфере образования, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых. Обязанность учебного заведения, его администрации и педагогов обеспечить образовательный процесс на государственном языке. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Прядко».